Армия останется без оружия. Украина разорвала важнейшую артерию оккупантов. Полная потеря города. Спор Зеленского и Путина. Стороны обменялись заявлениями. Москва получила по зубам. Подчиненного Лаврова жестко поставили на место. Крупнейшая катастрофа за 17 лет. Мощный взрыв потряс всю страну. Покушение на дочь президента США. Месть за ликвидацию высокопоставленного генерала. Секретные службы не спасут. Срочное обращение к Пентагону. Союзник Кремля закрывает небо. До начала войны остался шаг. Об этих и других событиях к вечеру субботы 23 мая. Оперативно о главном в Украине, России, Беларуси и мире. Это «Нехта». Я Олесь Корниенко, и мы начинаем. Новороссийск снова оказался под ударом дронов и снова загорелась нефтяная инфраструктура. Местные власти традиционно заявили о падении обломков, но кадры пожара говорят сами за себя. По данным канала «Астра», загорелся нефтяной терминал «Грушевая балка», а это крупнейшее нефтехранилище на Кавказе, входящее в состав компании «Черноморск-Транснефть». То, что именно этот объект был целью, подтверждает пост командующего силами беспилотных систем Украины. Ночной десерт – груша по-шисхарски 2 в 1. Нельзя же оставлять оккупантов без позднего ужина. Изжога от огненного детокса путинской нефтянки становится хронической. 13 наливаек за 23 дня мая кавказская минералка уже не лечит непроходимость нефтепроводов, поздно пить боржоми. Свободолюбивая украинская птица, сил обороны Украины лечит все. Официально сообщают о возгорании технических зданий, известно о 2 раненых. В прошлом месяце Новороссийск также подвергался массированным атакам ВСУ. Тогда целью дронов был нефтяной терминал Шисхарис. Дело движется к новому этапу войны, и предлогом так думать является не очередной пост Дональда Трампа. Иран почти полностью закрыл свое небо. Власти страны отменили все ранее выданные разрешения на гражданские рейсы в западной части Тегеранской зоны полетной информации. Фактически для работы оставили только 8 аэропортов, включая главные воздушные ворота Тегерана, аэропорт имени имама Хамейни. Но даже там полеты теперь разрешены только днем. Авиакомпаниям придется заново получать отдельные разрешения на каждый рейс. Выглядит странно. Как думаете, что это? Меры безопасности или подготовка к возможному новому витку конфликта? Украина перерезала важнейшую артерию российской армии. Это видно уже за океаном. Американский институт изучения войны отмечает, что дроны ВСУ взяли под контроль трассу М-14, главный сухопутный маршрут между Россией и Крымом, через Мариуполь и Мелитополь. После серии атак оккупационные власти Херсонской области уже начали ограничивать движение грузовиков по этой дороге. В сети практически каждый день появляются новые кадры с уничтоженными российскими военными колоннами и грузовиками. Причем ВСУ активно бьют не только по одной трассе, но и по другим ключевым маршрутам снабжения. Покушение на дочь президента США? Как пишет The New York Post, задержан гражданин Ирака, который мог готовить теракт в отношении Иванки Трамп. Подозреваемый публиковал план дома Иванки во Флориде и писал, что ни дворцы, ни секретная служба не спасут. После этого его задержали в Турции и экстрадировали в США. Следствие считает, что фигурант может быть связан с корпусом стражей Исламской революции, а покушение на дочь президента должно было стать местью за ликвидацию генерала Касема Сулеймани, убитого по приказу Трампа еще в 2020 году. Мохаммед Аль-Саади был близок к Сулеймани, генерал-майору корпуса стражи Исламской революции и главе элитного подразделения «Кудс», и относился к нему как к отцу после смерти своего отца Ахмада Казими, иранского бригадного генерала, в 2006 году. Американские власти также связывают мужчину с серией нападений в Европе и Северной Америке, от поджогов до атак на еврейские объекты.
Зеленский и Путин поспорили о ходе войны. Поспорили заочно. Президент Украины опубликовал видеообращение, в котором поделился свежими цифрами. Украинские позиции сейчас сильнее, чем в предыдущие годы. С начала года 590 квадратных километров нашей территории освобождено и находится под контролем. Тенденция точно не в интересах оккупанта. Мы продолжаем наращивать показатели уничтожения российского личного состава. Признают территориальные успехи ВСУ и западные эксперты, и даже Пентагон. Но у Путина свое видение. Это постоянные провалы на фронте, сдача позиций, населенных пунктов, территорий. Ситуация на фронте для ВСУ постепенно превращается из сложной и критической в катастрофическую. Такое заявление Путин сделал на встрече с выпускниками программы по подготовке чиновников из участников войны в Украине «Время героев». Этот свой не очень уверенный спич кремлевский главнокомандующий дополнил еще менее убедительным «Ура!». Ура! 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 Даже букву «Р» перестал выговаривать. С чего бы это? Но все-таки Путин – существо редчайшего таланта. Хозяину Кремля удалось нечто, что еще недавно казалось абсолютно невозможным. Россия под его управлением потеряла статус лидера в поставках газа по трубам. Впервые за долгое время первое место заняла не Москва, а Осло. По данным Международного газового союза, Норвегия, страна с населением чуть более 5,5 миллионов человек, в прошлом году экспортировала более 108 миллиардов кубометров голубого топлива. Россия только около 103 миллиардов. Причина проста. После полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла почти весь европейский рынок, а Китай раз за разом отказывается строить газопровод «Сила Сибири-2» и покупать дополнительные объемы сырья. А Баба-Яга снова против. Пит Хексет продолжает блокировать помощь Киеву. И тут уже американские сенаторы, причем не только демократы, но и республиканцы, потребовали от Пентагона срочно разблокировать $600 миллионов военной поддержки. Украина упорно и мужественно отражала 4-летнее российское нападение, но ее вооруженные силы нуждаются и заслуживают дальнейшей поддержки со стороны США. Речь идет не только об Украине, но и о странах Балтии. Конгресс деньги давно уже выделил, но военное ведомство до сих пор не дает им хода. Любые дальнейшие задержки, особенно учитывая то, что по сообщениям министерство планирует вывод американских войск из региона, что вызывает беспокойство, ставят под угрозу нашу способность адекватно сдерживать Россию. Особенно раздражает законодателей то, что министр обороны Пит Хексет еще несколько недель назад обещал, план расходов скоро передадут Конгрессу, но дедлайн прошел, а документов так и нет. И все это на фоне другого скандала. В последние недели именно министр войны пытался заблокировать переброску американских войск в Польшу, и это сопротивление Хексета было сломано только в результате личного вмешательства Трампа. В России горел очередной важный объект. Речь идет о Иргиредмете. Это один из ключевых центров для горнодобывающей отрасли страны. В частности, этот научный институт занимается технологиями добычи золота и редких металлов. Самое интересное, что расположен он в Иркутске, а это как минимум 4500 километров от границы с Украиной. Никаких сообщений о дроновой или ракетной опасности не появлялось. Официально причины пожара пока неизвестны, но видео ЧП появилось в ряде каналов, которые обычно следят за операциями ВСУ против агрессора. Как думаете, совпадение? Зеленский заявляет о почти 600 квадратных километров украинской земли, отбитых с начала года у оккупантов. Но новости о Покровске очень тревожные. Накануне появились сообщения о полной потере города. Это утверждение в 7-м корпусе десантно-штурмовых войск назвали паническим и опровергли. Продолжается оборонительная операция Покровска. Силы обороны продолжают удерживать отдельные позиции на северных окраинах города. Накануне о потере Покровска заявил соучредитель авторитетного аналитического проекта Deep State Роман Погорелый в интервью Радио НВ.
Правительство новое, а политика местами старая. Венгрия снова закрывает рынок для украинской продукции. Новый премьер Петр Мадьяр подтвердил, Будапешт возвращает запрет на импорт более 20 категорий украинских товаров. Недавно запрет исчез, и это выглядело как еще один позитивный сигнал к улучшению венгерско-украинских отношений после долгих лет авантюр Виктора Орбана. Но оказалось, что шлагбаум был поднят временно и случайно. Новое правительство просто не успело вовремя продлить старые ограничения, но ошибку быстро исправили. Под запрет снова попали зерно, мясо, яйца, масло, мука и другие товары из Украины. В Будапеште объясняют это защитой своих фермеров, хотя в Брюсселе такие решения считают нарушением правил Евросоюза. Крупнейшая такая катастрофа за последние 17 лет. В Китае взрыв газа на угольной шахте в провинции Шаньси унес жизни как минимум 90 человек. На месте продолжается спасательная операция, но масштабы трагедии уже называют рекордными со времен катастрофы 2009 года. Шаньси – сердце угольной промышленности Китая. Именно оттуда страна получает огромную часть топлива для своей экономики. Для Пекина это серьезный репутационный удар. Власти годами обещали ужесточить контроль за безопасностью шахт. Но каждая новая катастрофа показывает, на каком зыбком основании держится хваленная вторая экономика мира. Горняки в коммунистическом рае все еще работают в условиях, когда одна ошибка может превратить шахту в братскую могилу. Москва попыталась перейти в наступление и получила по зубам. Речь о дипломатическом наступлении. Василий Небензя отличился в ООН, обратившись к представителю Украины. Хотелось бы пригласить господина Мельника в Россию. Я думаю, его безопасность мы сможем обеспечить, чтобы он воочию убедился, как загибается экономика России, и не только в Москве, но и в провинции. Андрей Мельник не стал лезть за словом в карман и жестко поставил подчиненного Лаврова на место. Не уверен, что мне захочется посетить Москву, даже когда Россия потерпит поражение. Даже после падения путинского режима, выплаты репараций, когда следующее российское правительство будет умолять на коленях прощения. Мельник добавил, что Москва нервничает и демонстрирует явные признаки отчаяния, так как проигрывает войну как на поле боя, так и на дипломатическом фронте. Ваша телеграмма будет краткой. Шеф, все пропало. Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся уже утром.